Привет, дорогие друзья! Как вы поживаете? Мы сегодняшнее мое видео начнем с интересного рецепта, с которым я хочу с вами поделиться. Это яйца по-турецки, очень знаменитый турецкий завтрак. На турецком он звучит чилбыр. Вообще это одно из самых старых и утонченных блюд османской кухни. Считается, что его подавали еще во дворце султанов в 15 веке. Состоит он из простого сочетания йогурта, яйца пашот и ароматного сливочного масла с перцем. И от этого создается удивительно нежный, насыщенный вкус. Иногда можно добавить к йогурту цедру лимона, но это уже моя выдумка, тоже дает яркость этому блюду. Идеальный завтрак по-турецки. Для приготовления этого блюда нам сначала нужно выложить густой йогурт. Здесь он называется сюзме, но можно и просто найти более жирный, который не течет. Добавить в него по желанию чеснок, посолить. Но чеснок это уже по вашему выбору, стоит или не стоит. Затем мы готовим аккуратно яйца пашот. Классическим методом опускаем яйца в горячую воду и варим около 2-3 минут, чтобы желток остался мягким. Далее я просуживаю на бумажных полотенцах и перекладываю яйца на йогурт. Ну и финальный, самый яркий штрих этого блюда – это растопленное сливочное масло со специями. В основном классическом рецепте это красный перец, паприка или и мята. Но я добавляю другие, иногда гранулированный чеснок, немного тимьяна. Масло растапливаем и поливаем яйца сверху. Можно добавить салатную зелень, подавать все с горячим теплым хлебом или семитом, как в моем случае. Блюдо это очень-очень вкусное. Я до того, как жила в Турции, совершенно ничего не знала о нем. Но единожды попробовав его приготовить, в полном восторге оказалась. Поэтому очень вам рекомендую. Ничего сложного, все очень просто. И эффектно смотрится на столе при подаче. И готовится очень легко. Приятного аппетита! У нас сегодня впервые солнечная, приятная, теплая погода, плюс 15. И мы, конечно же, воспользуемся этим и пойдем гулять, утеплившись жилеткой, потому что будем гулять в море, и может стать прохладно. Я сегодня на каком-то уютном стиле. Вельвет, замша, бежевый цвет. Мне нравится. Прикольно.
Sen karşıdan buraya gelir mi? Hayır. Сегодня выходной, суббота вечер. У нас иногда происходят такие праздничные вечера, когда муж возвращается с работы, мы жарим мясо. Сегодня мы жарили вот такие ребрышки бараньи и пирзола. Это вот такие пистолетики, в России их называют. Мясо на кости, очень вкусное. Попросил у меня пюре супруг с дочкой. Также салат турецкий. Очень-очень мелко нарезанных много видов овощей. И заправка из гранатового соуса, оливкового масла и немножко уксуса айвового. Здесь я вымачиваю красный лук в уксусе тоже, чтобы хорошо переваривалось мясо. И сделала классические бутербродики, брускеты, как в Советском Союзе, где я, конечно же, росла. Здесь бородинский хлеб, поджаренный на масле оливковом, смазывается чесночком, выкладывается рыбка копченая, называется шпроты. Кто жил в Советском Союзе или в балтийских странах, знают это, что это такое. И маринованный огурчик, очень вкусный. У моей дочки в школе были каникулы, и выдался один целый день с хорошей погодой, без дождя. И, конечно же, мы его поймали за хвост, прыгнули на паром, переправились в европейскую часть и решили провести целый день, изучая разные классные места в районе Биоглу и Каракёй, которые мы очень любим там гулять. К сожалению, не так часто это получается, поэтому будет очень много интересного. Приглашаю вас тоже в нашу прогулку. Что вы считаете об этом месте? Что вы думаете об этом месте? Об этом месте? Об этом месте. Интервью. Это место есть. Какое-нибудь пресс-сомнение? Да. Вай.
привязанная. Очень люблю Стамбул еще за то, что всегда можно найти что-то удивительное и необычное вокруг. Можно случайно повернуть налево и оказаться в необыкновенном историческом месте, как с нами и случилось. Это французский приют для сирот, который был построен в XIX веке, в 1850 каком-то году. Сейчас он пустует, но его не забросили, что большой плюс для администрации района. В общем, они их не восстанавливают, потому что это очень сложно и большие финансовые вложения нужны. Они просто делают как место памяти, оставляя заброшенные стены, немножко присматривая за ними и делая удобные кафешечки для людей, которые заходят в это место, для граждан, которые живут в округе. Муниципальное кафе с очень дешевыми ценами. Можно попить кофе, можно перекусить, поесть пиццу и в то же время насладиться тишиной этого места. Ну, я, конечно же, буду не я, если я не залезу и не посмотрю, что же там такое. Я вообще обожаю все историческое, старинное, антикварное, поэтому это место мне очень-очень понравилось. Так, может, я не про него говорю, а про остров. Пройдя исторические места и посетив важные точки на карте истории Стамбула, такие как несколько старинных мечетей, Галата-Порт, Топхане, который был в османские времена пушечным заводом и сейчас является выставочным центром при университете Мимар Синан, мы отпили кофеечка и углубились в район Бейоглу, Джихангир, Чукурджума, Пера, который является самым очаровательным, наверное, местом в Стамбуле для меня, потому что он в себе сочетает и как современность, так и историческую застройку, такой микс всего, потому что в свое время этот район являлся иммигрантским районом, и застройка очень интересная, архитектурно очень интересная, разнообразная, и там я чувствую дух истории, что для меня очень важно. Поэтому мы провели очень много времени в этом районе, поужинали и отправились в Каракёй, ближе к парому, чтобы уехать домой. И, гуляя по этим улочкам, заглядывали в чудесные, интересные места, винтажные магазины, украшения магазины, какие-то пекарни. В общем, этот район очень колоритный и атмосферный. Зайка классный. Что говоришь? Зайка классный. Их же хер найдешь. Мне кажется. Шоколад, шоколад. За очень долгое время впервые вышло солнце сегодня. И я бегом сегодня отправилась на базар за свежими овощами и фруктами. И хочу показать вам, что купила. У нас достаточно сильно поднялись снова цены на продукты. Наверное, на 30%, как говорят. Что-то дешевле, что-то нет. Я смотрю, но действительно видно, что цены подорожали. Что, конечно, очень расстраивает. Ну, что поделаешь. Яйцо. Яйца, по-моему, даже говорят, подешевели. Не знаю почему.
Ну, я покупала их по той же цене, что и раньше. 9 лир за одно яйцо крупное, вот такое. 3 десятка, получается 270 лир. Что еще? Свекла. Она тоже дорогая. Почему-то стала 65 лир килограмм. Я считаю, это дорого. Я последние уже остатки, потому что поздно пошла на рынок. Смешные такие. Ну, свеклу я очень люблю. И с удовольствием ее кушать готова каждый день. Редька. Это мой любимый сорт. Зеленая редька. Внутри она розовая. Очень сладкая и полезная для желчного пузыря и печени. Потому что обладает особенной горечью. Наравне с рукколой. Два очень полезных продукта для нашего желчного пузыря и печени. Здесь у меня сыр лор-пейнир без соли. Это наподобие cottage cheese русского творога. Ну, чуть-чуть немножко отличается по вкусу. Сырники с него я не делаю, мне не нравится. Но очень вкусно на завтрак с медом, с орешками, шикарно. Здесь сыр чечил, косичка. Тоже он такой не соленый, меня очень любит его дочка, поэтому он достаточно вкусный, сливочно-жирный, здесь мне он нравится. Мои любимые черные оливки, очень крупные. Эти, по-моему, не сыродавленные, но не слишком соленые, но очень-очень вкусные. Оливки 400 лир килограмм сейчас стоят, я по полкило покупаю. 3 авокадо, не помню по какой цене, но авокадо в среднем сейчас за штуку 50 лир. Что еще? Я купила килограмм шпината. Шпинат в Турции очень хороший и недорогой. 50 лир килограмм шпината. Шпинат тоже очень полезен для здоровья. Думаю, все знают. Морковь. Морковь я очень сама люблю погрызть. Чищу ее, часто добавляю в салаты, в разные блюда. Морковь по 25 лир за килограмм. Здесь у меня мы переходим брокколи. Брокколи сейчас самый сезон, поэтому он дешевый. Брокколи 35 лир килограмм всего. Это очень дешево. Еще учитывая, какой он полезный овощ. Я обожаю рукколу, беру ее по многу. Вот я здесь взяла 3 пучка. Она очень пряная. В Турции она дешевая, она 15 лир, вот такой пучок стоит. Это бесплатно практически. Здесь разная зелень. У меня здесь петрушка, кинза, укроп, лук. По 15-20 лир зелень в Турции на рынках. И бананчики местные. И местные южные бананчики. В Анталии, по-моему, они произрастают. Маленькие такие, достаточно вкусные, но не могу сказать, что очень. Не так давно мы брали эквадорские бананы большие, вот они были очень вкусные. Вот такой закуп. Скажите, а вы ходите на базары? Интересно, кто в каких странах живет и как часто проходит у вас базар. У нас по району базар проводит раз в неделю. Каждую субботу, допустим, на нашем базаре у нас закупочка. Хочу сегодня приготовить меренговый рулет. Здесь у меня белок с 8 яиц. Я, конечно, их накопила, потому что нужны были для чего-то желтки, уже зачем, не помню. Но поэтому я их сохранила, потихоньку добавляла по одному. И вот у меня сохранились они, поэтому нужно что-то с ними сделать. Сюда я сейчас добавлю сахар, крахмал и буду взбивать. По рецептуре сахара нужно 200 грамм, но я всегда уменьшаю, потому что не очень люблю сладкую выпечку. Поэтому добавлю, я думаю, что 150, может даже меньше. 125, и я думаю, что чуть-чуть еще. До 130 и достаточно для меня. Вы делаете на свое усмотрение по рецептуре 200 грамм. Крахмал. Использую я кукурузный, вы можете использовать любой другой, не принципиально. 18 грамм ровного крахмала должно быть. Также я добавлю ванильный сахар. Можно использовать эссенцию, можно использовать ванильный порошок. Все, что есть у вас под рукой. Можно ванильные стручки настоящие мадагаскарские, если обладаете такими, что было бы идеально в итоге. Последний ингредиент, который нам нужно добавить, это уксус. 1 столовая ложка. И после перемешиваем силиконовой лопаточкой.
Для начинки нам понадобятся фисташки. Сейчас я их почищу и измельчу. Далее у нас череда крема. Крем будет состоять из 2 яиц. Сейчас мы их с вами разобьем и добавим сахар. Сахара нам понадобится 80 грамм. Готово. Яйцо и сахар нужно нам взбить до пышности, когда будет однородная масса. Крем будет состоять также из сливочного сыра, поэтому я его откинула на сито. Хочу, чтобы лишняя жидкость ушла, чтобы крем не был водянистым. Очень часто в Турции сливочный сыр немножко такой жидковатый, не такой плотный, к которому я привыкла, на котором я работала в России. Там Кремет, Хохланд, еще другие были достаточно плотные. Здесь я пока не могу найти, поэтому я вот спасаюсь вот таким средством. Видите, какой он? Он такой больше, скажем, даже творожный. Вот такая масса получилась. И сейчас я буду добавлять сливочный сыр. Но взбивать я его уже не буду, а перемешаю лопаточкой, потому что он достаточно жидкий, и при взбивании он совсем превратится в молоко практически. Мне такой истории не нужно, так как мы еще будем добавлять взбитые сливки. Я не хочу делать совсем жидкий крем, который будет вытекать из рулета нашего. Поэтому я остановлюсь на этом моменте. Смотрите, как он поднялся. Видимо, он и так достаточно жидкий, а при взбивании будет еще жиже намного. Сейчас мы будем взбивать с вами сливочки жирные. 35% эти сливки у меня 250 мл. В общем, сливочки я взбила, а вот эту массу я все-таки считаю, что она слишком жидкая для данного крема. Меня подвел сыр сливочный, который я здесь купила турецкий, вот такой марочки. Я сейчас немножко все изменю в рецепте. Эту заливочку я оставлю и сделаю из нее запеканку. Добавлю к этой массе еще творог. И будет вкусная, легкая, нежная запеканочка. А вот этот крем-сыр, 2 пачки у меня, я сейчас добавлю к нему сахарную пудру, забью руками, ни в коем случае не миксером, и соединю вот с этой массой. Тогда он будет более плотный. Посмотрим, что выйдет. Ну и самый сложный момент всегда заворачивать меренговый рулет. Так, немножко краешек мы с вами сгибаем. И вот так идем. Крем может вылезти немного с краю, ничего страшного. Так он выглядит. Сейчас я его беру в холодильник на сутки. Завтра можно уже наслаждаться. Ну что, вот отстоялся сутки. Сейчас его приведем в порядок. Мы ждем красоту.
как он выглядит. Вот мы видим внутри фрагменты фисташек и клубники. Конечно, он может быть гораздо больше и пышнее за счет крема. И также сверху я выкладываю крем на основе сливочного сыра. Посыпаю фисташками. И украшаю немножко клубничкой. What you say extra? Huh? Yumurtayla ayrım yapmazlar yani. Сегодня буду готовить кукурузный суп с мясными шариками на сливочном и оливковом масле. Я сейчас обжарю мясные шарики. Мясные шарики готовы. Достаем их из сотейника. Добавляем еще немного масла. И следующий у нас чеснок. Следом лук, морковь. Наша обжарка готова, и мы добавляем нарезанный кубиком картофель и кукурузу. Ложкой. И оставим минут 10 добавляем. Подготовленный бульон. У меня куриный, можно использовать овощной или мясной. Теперь мы добавим часть супа в блендер. Также я добавлю сливки для соуса. Получается вот такая жидкий соус. И вводим ее в наш кукурузный суп. Я добавила немного лимонного сока, свежего перца. Доведите по вкусу, может быть солью, может быть сахаром. Вы знаете, это получается такой а-ля кукурузный чаудер. По консистенции очень-очень-очень похож, так как в чаудер тоже добавляется свежая кукуруза. Ну что, супчик готов. Вот так он выглядит. Сейчас мы добавим зелень и будем разливать по тарелочкам.
тарелочкам.